Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня мы будем раскрашивать на скорость вот такой вот рисунок, причем разными материалами. Одну сторону карандашами, а другую уже маркерами. Посмотрим, чем из этого нам будет легче, удобнее и быстрее раскрашивать. Кстати, кто знает, откуда этот персонаж, напишите в комментариях. Я думаю, больше половины точно в курсе. Но мы сейчас должны разделить рисунок пополам, чтобы в дальнейшем не путаться. Так, ну вроде бы ровненько получилось. И первое, чем мы будем пользоваться, это цветные карандаши. Заранее некоторые слегка подтачиваю, чтобы зря не тратить время и было более удобно. Потому что, как я говорила, в этом видео мы будем рисовать на время. Я не буду оставлять в зоне камеры телефон с секундомером, а я просто, когда закончу полностью эту часть, посмотрю уже в обработке видео, сколько времени я рисовала, и тогда уже в конце вам все это скажу. Я думаю, это тоже катит как вариант, потому что с телефоном на фоне, к сожалению, картинка у меня очень сильно засвечивала. И как бы только я его не умащивала, все равно очень странно отражает, и общий фон становится слишком темным. Поэтому слева я решила просто разложить такие вот цветные карандашики. К сожалению, на данный момент у меня нет дополнительного освещения, и все напрямую зависит именно от окна и от погоды за окном. Сегодня у нас, кстати, достаточно пасмурно, еще ветер, вот, поэтому, погода такая себе, соответственно, и картинку, которую вы видите, она немножечко синевой, потому что, не так уж и светло у нас. Но я думаю, это ничего страшного, особо сильно ни на что не повлияет, вот, поэтому с вами стараемся побыстрее раскрашивать. Я думаю, вы все знаете, что карандаши это такой материал, которым быстро и качественно, не особо получается. Для того, чтобы аккуратненько и тщательно заштриховать какой-то участок, нужно делать несколько слоев, либо же долго втирать этот пигмент карандаша в бумагу. Но здесь я поступила немножечко иначе и не прям сильно заостряла свое внимание на вот эти вот мелочи, потому что все-таки нам важен результат на время. А так, в принципе, карандашами рисовать достаточно интересно. Не скажу, что прям супер сложно, но если спешить, то выходит результат не супер вау. Посмотрим, как будет с маркерами. Вот если мы будем спешить раскрашивать маркерами, глянем, какой там будет результат именно качества покраса. Естественно, я не прям так спешу, как метеор, как попало делаю, нет. Я так более-менее размеренно, но все-таки не останавливаюсь на то, чтобы подумать или что-то еще дорисовать. Также особо сильно прям с фоном париться я не буду. Нарисую такие вот огонь, например. Кстати, некоторые части данного персонажа, они будут отличаться от оригинала. Я чуть своего добавила, там где-то другое, еще от другого. Так что это такая вот некая комбинация. Но, собственно, ничего тут страшного нет. Как нарисовала, так оно и будет. И в итоге левая сторона, раскрашенная карандашами, заняла у меня 28 минут. Вот такие дела. Теперь пришло время к правой, и уже будем пользоваться маркерами. И да, к слову, ребят, я взяла свои самые любимые маркеры, которыми я всегда пользуюсь, плюс самые любимые карандаши, которыми я тоже в последнее время очень часто пользуюсь. Это не какие-то там рандомные, там какие-то плохие, которыми очень плохо получается. Нет, это именно не то, чтобы там самые супер качественные, нет. Они такие доступные, но мне нравятся. Поэтому стараемся аккуратненько и, конечно же, быстро. Вот. Мне кажется, что маркерами все-таки выйдет намного быстрее, потому что я вот смотрю, уже раскрашиваю всего 3 минуты, а много-много чего успела. Поэтому я всегда говорю, маркеры это самый быстрый вариант для покраса рисунка, да и плюс, чисто мое мнение, это выходит, немножечко аккуратнее, немножечко как-то эстетичнее, что ли, равномерный, короче, покрас.
Потому что когда ты раскрашиваешь карандашами, на 100% вот это вот верхнее покрытие зависит именно от нажима, от количества слоев, сколько вы наносите. Вот. А здесь одного слоя вполне достаточно, чтобы сделать его идеальным. Ну, конечно, если маркеры не полосят. Если не полосят, то надо будет 2-3, и тут уже проблемка будет с самой бумагой. Она может либо начать скатываться, еще может волнами пойти. Короче, много еще разных проблем. Да и плюс руки так сильно не устают, потому что на маркеры давить не нужно. Единственное, что не знаю, насколько схожие у меня тут получатся оттенки, потому что в наборе с карандашами у меня 240 цветов, а в наборе с маркерами где-то около 100 разнообразных цветов. Вот, я не нашла прям супер точно совпадающие оттенки, как с левой стороной, но будет более-менее. Так что давайте по-быстренькому доделаем ему этот огонь на фоне, и в принципе вот, все готово. И барабанная дробь на правую сторону с маркерами у меня ушло ровно 13 минут. Причем там было 12:40, но я решила округлить до 13. Короче, маркерами раскрашивать в разы быстрее. Но, ребят, то, какая сторона вам нравится больше, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Смотрите, левая раскрашена цветными карандашами, либо же правая раскрашена маркерами. Давайте еще, как всегда, поближе немножечко покажу данный рисунок. Хоба, немного белой гелевой ручки, и мне кажется, он стал немножечко красивее. Ну что ж, ребят, а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр, а мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!